Существует множество техник креативного мышления. Мы отобрали те, которые являются наиболее быстрыми в освоении, экономичными и эффективными в использовании. Эти техники могут использоваться как в индивидуальной, так и в командной работе. Они позволяют сделать процесс генерации решений упорядоченным и управляемым. В нашем курсе мы рассмотрим несколько методик, применимых как и в профессиональных, так и в любых иных областях жизни. Нужно ли нам придумать концепцию нового проекта, услуги, выступления или организовать оригинальный день рождения? Для этих и аналогичных задач использование таких креативных техник будет максимально результативным. Так что же это за техники? Первая из них – это универсальная, на наш взгляд, техника генерации идей, методика под названием формулирование задачи. Вторая методика называется случайное слово. Третья – да Винчи. Четвертая методика – профессии. По окончании рассказа о методиках мы поделимся рекомендациями, позволяющими сделать креативный процесс по-настоящему эффективным. Рассмотрим технику, называемую формулирование задачи. Говорят, когда Эйнштейн решал какую-либо задачу, он считал нужным переформулировать ее максимальным числом способов. Однажды на вопрос, что бы он сделал, если бы узнал об огромной комете, которая через час врежется в Землю и полностью разрушит ее, Эйнштейн ответил, что потратил бы 55 минут на формулировку задачи и всего лишь 5 на ее решение. Неизвестно, реальная эта история или вымышленная, однако она отлично иллюстрирует несомненную значимость формулирования проблемной задачи. Техника, о которой мы говорим, это два в одном, то есть сочетает в себе два процесса – работа над задачей, четкое формулирование запроса и саму генерацию идеи. Итак, представим, что перед вами стоит какая-то задача. Как вы сформулируете запрос? Что вы говорите себе? Например, как выучить иностранный язык за пару месяцев? Или хочу купить автомобиль без кредита? Или необходимо создать новый способ освещения жилого квартала? Похоже на то, как вы формулируете задачу? Такие формулировки слишком общие, слишком размытые. Они не работают на активную деятельность мозга. Они не работают на генерацию большого количества разнообразных идей. Необходим креативный подход. Переходим к методике и предлагаем разобрать ее на следующем примере. Организовать необычно и празднично свой день рождения. Разбиваем задачу по шагам. Шаг первый. Формулируем задачу в виде вопроса. В этом случае, когда мы формулируем задачу в виде вопроса, наш мозг автоматически ищет возможность ответить на него и, что самое любопытное, подсознательно в том числе. Максимально эффективная формулировка начинается со слов «какими способами я могу?». Какими способами я могу организовать свой необычный день рождения? Остановите видео и в течение 2 минут напишите все варианты ответов на этот вопрос. Насколько вы удовлетворены количеством и нешаблонностью идей? Если их недостаточно, то продолжаем. Второй шаг. Выбираем ключевое слово. Важно, чтобы это был глагол. Для начала берем глагол «организовать» и записываем к нему все ассоциации, которые приходят к вам в голову. Главное, это должны быть глаголы. Например, «сделать», «изобрести», ну и так далее. Остановите видео и в течение 1 минуты запишите все ассоциации с глаголом «организовать». Третий шаг. Вместо слова «организовать» вставляем формулировку вашей ассоциации по очереди и записываем все идеи, которые только приходят в вашу голову. Например, какими способами я могу сделать необычный день рождения? Какими способами я могу сотворить необычный день рождения? У меня в ответ на формулировку, какими способами я могу изобрести день рождения, возникла идея домашнего дня рождения с фокусами и иллюзиями, где участники показывают фокусы, разгадывают загадки и получают за это призы. А у вас? Остановите видео и поработайте с генерацией идей в течение 5 минут. Шаг 4. Если идей все еще недостаточно, тогда переходим к 4-му этапу работы с техникой. Теперь необходимо выбрать второе ключевое слово – существительное. В данном случае это словосочетание «день рождения». И записать к нему все ассоциации, которые приходят вам в голову. Например, праздник, веселуха, ну и так далее.
Остановите видео и в течение 1 минуты запишите все ассоциации с словосочетанием «день рождения». Теперь вместо «день рождения» вставляем формулировку вашей ассоциации по очереди и записываем все идеи, которые только приходят вам в голову. Например, какими способами я могу организовать праздник? Какими способами я могу организовать веселуху? Какие идеи могут возникнуть? Остановите видео и поработайте с генерацией идей в течение 5 минут. Я уверена, что вам удалось наработать интересные идеи для вашего праздника. Теперь несколько слов, несколько ключевых моментов о работе с методикой. Сегодня при знакомстве с ней мы ограничивали время выполнения задания несколькими минутами. Естественно, вы можете использовать больше времени и на выработку ассоциаций, и на генерацию идей. Это касается как этой, так и других, связанных с наработкой ассоциаций методик. Особенно это касается именно ассоциаций. Как правило, когда мы начинаем думать об ассоциациях, в первую очередь на ум приходят близкие по смыслу слова или то, что лежит на поверхности. Если день рождения, то праздник, воскресенье, подарки, гости. Не торопитесь останавливаться только на них. Когда вам кажется, все, больше ассоциаций нет, просто подождите. Последует вторая волна более глубинных, более интересных ассоциаций, которые помогут вам наработать действительно не шаблонные, захватывающие идеи. В текстовом варианте курса вы найдете информацию об еще одном варианте работы с этой техникой.